Всем привет! Сегодня покажу, как начать вязать модную шапочку кроше или берет кроше по спирали. Главная идея – начать вязание с красивой ракушки. Во всем интернете я не нашла ни одной схемы, которая подходила бы для этой цели. Мой вариант подходит для пряжи любой толщины, и его вы точно нигде не встретите. Свяжем пока макушку. Возможно, в следующем видео я покажу, как довязала шапочку. Результат меня порадовал. Начинаем вязание с кольца амигуруми. Выводим рабочую петлю, делаем одну петлю подъема, запоминаем эту петельку. В нее мы начнем вязание следующего ряда. Провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Начинаем формировать ракушку, провязывая столбики повыше. Вяжем 3 полустолбика с накидом. Теперь провязываем 3 обыкновенных столбика с одним накидом. У нас получился плавный переход от коротких столбиков к столбикам повыше. У нас уже получилась маленькая ракушка. Вязание следующего ряда мы начинаем с той петельки подъема, о которой я вам говорила. Она является как бы его бочком. В эту петельку мы провязываем 2 столбика с одним накидом. И еще в следующие 7 мы также провязываем по 2 столбика с одним накидом. Всего 8 пар. Дальше мы будем вязать только столбиками с 2 накидами. Вяжем 9 пар таких столбиков. Поставьте видео на паузу и довяжите. Мы закончили вязание плотного узора. Теперь переходим к вязанию рельефной сеточки. А граница между сеточкой и плотным узором будет обозначать у нас начало следующего ряда. Обратите внимание, что рельефные столбики мы будем провязывать под верхние петельки предыдущих столбиков. И начнем мы не со свободной петельки, а с той, на которой уже провязаны 2 столбика. Воздушная петля, 2 накида, крючком проходим под одной петелькой, под второй, вывели рабочую нить, провязали первый рельефный столбик. Воздушная петля, повторяем. Так мы провязываем весь круг такими рельефными столбиками, и между каждым столбиком 1 воздушная петля. На этом этапе важно проверять, чтобы у нас не образовалось пробелов и чтобы над каждым столбиком у нас стоял новый столбик. Именно в этом ряду нужно быть повнимательнее, а дальше все будет проще.
Поставьте видео на паузу и провяжите полный круг. Столбики с 2 накидами через одну воздушную петлю. Мы провязали полный ряд, дошли до его границы, и следующий ряд мы будем вязать также полный круг через 2 воздушных петли. 2 воздушных петли, рельефный столбик с 2 накидами. И так повторяем по всему кругу. Через 2 воздушных петли можно провязать этот ряд и следующий, а дальше уже вязать как шапочку или как берет. Поставьте видео на паузу и провяжите полный круг. Вот такая оригинальная рельефная спираль с ракушкой в центре у нас получилась для наших шапочек и беретов. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. А если интересно, как я довязала свою шапочку, пишите в комментариях. До встречи в новых видео. Ваш ажурный магазинчик.